В руках у Тани спицы пляшут, и пряжи тонкая ложится нить. Она узорами расскажет, как можно красоту творить. Вдохновляйтесь, творите с Татьяной, создавайте свой сказочный мир. Ее дар для всех долгожданный, словно творчество яркий сапфир. Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня мы с вами рассмотрим вязание вот такого джемпера. Причем этот джемпер может быть связан вами абсолютно из любой пряжи. Здесь конструкция сама простая, но очень интересный, необычный узор. Я вязала его именно как весенний, вот на прохладную весну, осень. Такие изделия мне в гардеробе очень нужны. Вязала я из пряжи итальянской бобины от Печи Филати Дороти. Здесь состав 90% меринос, 10% кашемир, 1500 метров в 100 граммах. Вязала в 4 сложения. Но учитывайте, что здесь пряжа кардная. То есть если вы 1500 разделите на 4, да, вы получите количество метров в 100 граммах, но нужно прибавить, потому что после ВТО эта пряжа очень имеет хорошее раскрытие, она разбухает. Вязала спицами 3,75, чагушками, все изделие. Вязала на 44 российский размер, поэтому я вам буду рассказывать сейчас, на что обратить внимание, как мы с вами будем делать расчеты. Также я вам представлю мастер-класс на узор. Итак, нам нужно с вами выполнить расчет перед вязанием данного изделия. Вы вяжете образец, вы вычисляете плотность своего вязания. Как делаю расчеты я? Они у меня очень быстрые. Обхват бедер. Прибавляем 10 петель на свободу облегания. Делю на 2, потому что у меня изделие вязано отдельными деталями. Если вы будете вязать по кругу, значит вот эту вот величину не нужно вам. Умножаем на количество петель в 1 сантиметре. И получаем то количество петель, которые нам нужно набрать на одну деталь. Вы получаете количество петель. Ну, например, допустим, вы выполнили все расчеты, и у вас получилась величина 101 петлю вам нужно набрать. Это не говорит о том, что вы сразу же должны набрать 101 петлю. Нет, мы с вами опираемся всегда на раппорт узора. Мы смотрим, какой у нас раппорт узора. В этом джемпере раппорт узора составляет 20 петель плюс петли до и после раппорта, всего их 16. То есть получается 30, то есть вот 20 петель это петли раппорта, вы высчитываете, плюс добавляете 16 петель, это до и после раппорта петли, плюс 2 кромочные. Это вот тот минимум, который у нас есть. И тогда вы уже выйдете к тому числу, которое вам нужно. Но я, кроме этого, еще сделала дополнительно по бокам, добавила по 2 лицевые петли. Вот 2 лицевые петли, а потом уже я переходила, у меня петли до раппорта, потом количество раппортов, петли после раппорта и опять 2 лицевые петли. Но этого можно не делать, это сделала так я. Видите, причем шов, он вообще практически у меня здесь не заметен. Вычислили количество петель, определились. Вот у меня, например, их 92. Я вязала сначала резинку 2 на 2, затем после резинки я провязывала просто лицевой ряд, чтобы не было вязания сразу из резинки, а сделать такой ряд, отделяющий резинку. Потом этот ряд вообще никак не заметен абсолютно.
вяжу на необходимую мне высоту джемпера. После того, как высота у меня вывязана, здесь у меня прямая пройма, щелевидная, как ее называют, спущенное плечо. По спинке я всегда вяжу углубление горловины и скос плеча. Значит, у меня 92 петли. По спинке у меня углубление горловины вот на центр я закрываю всегда больше, потому что это спинка. Я сначала вычисляю, сколько петель мне нужно закрыть на центр. Я уже говорила в некоторых своих видео, что это должно быть четное количество, я всегда беру 14, 16, 18, в зависимости от толщины пряжи. Здесь у меня 16 петель и по 38 у меня осталось на плечи. Для того, чтобы горловину закруглить, в каждом ряду я еще закрываю по одной петле. И после этого, как вот эти петли я закрою, у меня останется 35. Когда я начинаю выполнять закрытие на горловину, я провязываю 38 петель, 16 закрываю, и вот здесь у меня остается 38 петель. По спинке я сразу начинаю вывязывать скос плеча. Я вяжу петли, не довязывая, уже в конце необходимое количество. У меня идет по нарастающей: 4, 5, 6, 6, 7. Здесь какое-то количество петель остается, то есть это я не высчитываю тютелька в тютельку, нет. То есть что мы делаем? 4 петли не довязали, поворачиваем вязание, первую петлю сняли, рабочую нить на себя или от себя. Здесь в зависимости от того, лицевая или изнаночная. Провязали изнаночную сторону, идем. Вот от этой сдвоенной петли мы не доходим 5 петель. Опять развернулись, первую петлю сняли, нить от себя над себя. То есть она получается как бы раздвоенная. И вот так выполняю все шаги, которые я себе здесь обозначила. Здесь какой-то там 3, 2 петли может даже остаться. Ничего страшного в этом нет. Потом я провязываю корректирующий ряд, и эти петли я снимаю на дополнительный шнур, потому что плечевые швы я соединяю методом 3 спиц. Здесь мы лицевую сторону провязали с вами, когда закрывали петли на горловину. При соединении у нас с изнаночной стороны. И с изнаночной стороны мы не довязываем 4 петли. То есть с этой стороны, с левой, да, получается, мы по изнаночной стороне будем не довязывать петли. Все то же самое. Спинка у нас готова. Передняя деталь вяжется идентично. У меня всегда отличается закрытие горловины. Давайте вот здесь по передней детали вывязывания горловины. 41 петлю я провязала, 10 петель по центру закрыла, и дальше я работаю вот с этими петлями. У меня 41 петля получается, да? Значит, провязала лицевую изнаночную сторону, в изнаночной стороне последнюю петлю не провязываем. Мы ее просто снимаем в лицевом ряду. В следующем мы через нее будем протягивать петли, чтобы не было здесь никаких зазубрин на горловине. И получается 4 раза нам нужно сделать закрытие, 2, 2, 1 и 1 петлю. То есть мы выходим также на 35 петель. Когда выполнили это закрытие, дальше идет вязание вверх на нужную высоту, и скос плеча вывязывается так же, как и по спинке. Все. То есть чем отличается передняя деталь от спинки, это только вот вывязыванием горловины. Когда у меня обе детали готовы, я здесь, когда дошла до необходимой высоты, сразу же беру деталь спинки, соединяю и методом 3 спиц провязываю эти петли с этой и с этой стороны. У меня уже обе детали готовы и соединены по плечам. Далее рукав. Очень часто в подобных изделиях я рукав вяжу сверху вниз по кругу.
с вывязыванием оката рукава, и данный узор, в принципе, его можно вязать и в прямом, и в обратном порядке, он не будет меняться, он будет смотреться одинаково. Но так как узор имел такую, скажем, сложность, все-таки я решила вязать снизу также с вывязыванием оката. Набрала 44 петли, провязала резинку, после резинки добавила петли до 64 и вязала вверх прямо рукав. Перед тем, как нужно было вывязать окат, я добавила в каждом лицевом ряду после кромочной в начале и до кромочной в конце по одной петле 3 раза. Получилось 70 петель. Я делю рукав пополам. Вот здесь вешаю маркер. И далее начинаю вывязывать окат. То есть вот отсюда у нас идет вязание с вами. Вяжу 5 петель, не довязываю. В обратную сторону иду, 5 петель не довязываю. Опять иду сюда, 5 петель не довязываю. Вот так вот я гуляю. Почему на 5, некоторые могут спросить. Мне достаточно такой высоты оката. 5, да, то есть здесь получается 35 в этой стороне, 35 в этой. Очень хорошо делится на 5. Если у вас здесь нечетное число, ну то есть посмотрите, например, если бы у меня было 36, я бы по 4 разделила. То есть вот таким образом вывязала все. Когда все уже петли вывязала и здесь провязываю в эту сторону. У меня получается корректирующий ряд. Потом иду в эту сторону. Эти петли провязываю и уже закрываю все петли. Все. Рукав вот сюда вточала. И уже здесь я его сшиваю вот с этой стороны. Все. Тоже готово. По горловине здесь вы уже сами смотрите, как нравится вам. Я сначала думала вязать горловину 2 на 2 резинкой 2 на 2 сделать. Но когда я начала, я поняла, что она сюда абсолютно не подходит и не вписывается в этот узор. И я решила сделать тонкую обработку, легкую обработку. Я ее очень часто использую. У меня есть отдельное видео по обработке горловины. Там у меня изделия из мохера и из шелка. В них я всегда использую такой метод. Здесь я взяла аккорд на 3 петли и выполнила обработку горловины аккордом на 3 петли. Меня такой вариант обработки устраивает. Если вам не нравится, то поищите то, что подойдет вам. Все очень аккуратно смотрится. Вот так смотрится метод соединений петель методом 3 спиц. Легкий такой, легкий, совсем незаметный. И почему, да, у меня шов такой вот незаметный получается. Я показывала в жакете Леонора, как я соединяю детали. Так я делаю всегда в изделиях отдельными деталями. Я использую кетельный шов при помощи крючка. Этот шов как фабричный получается. Очень крепкие изделия, очень хорошо держат этот шов. Мне он очень нравится. Я решила оставить разрезы. Просто начинала сшивать не от резинки, а выше. Вот так, посмотрите, с изнаночной стороны смотрится. То есть вот он такой, аккуратненькая цепочка получается. А с этой стороны, как на машинке, видите, прошили. Называется кетельный шов. Я его использую всегда в изделиях отдельными деталями. Посмотрите, рукав. Рукав тоже я показывала в жакете Леонора, как я втачиваю рукав. Складываем его пополам. Рукав всегда ищем центр рукава. Прикладываем лицом к лицу. Здесь центр — это вот этот плечевой шов. Здесь центр, который вы обнаружили. Соедините, скрепите эту часть. И начинаете уже вот отсюда. Все, втачали. Ниточку оторвали, потом уже я иду вот отсюда, и здесь у меня заканчивается эта нитка. Вот видите, я ее спрятала и закрепила.
Давайте посмотрим на узор ближе. Очень красивый, необычный узор. И на самом деле хочу вам сказать, что он не такой сложный. Сложности здесь вот в этих переплетениях. Но я вам все покажу, и вы поймете, что совсем можно справиться. Итак, давайте приступим к вязанию данного узора. Раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 24 ряда в высоту. В этом узоре есть петли до раппорта и после раппорта. При наборе петель вы должны это учитывать. Вы высчитываете необходимое количество петель раппортов и затем прибавляете петли до и после раппорта плюс кромочные петли. Мы с вами будем вязать, я вот начала вязание, как и у себя, от резинки 2 на 2. Я провязала резинку 2 на 2, а затем сделала лицевой ряд 1, чтобы мне не вязать из резинки. Я попробовала первый ряд, мне не понравилось, поэтому я решила отделить, а потом этот лицевой ряд, он вообще не заметен. Первый, третий, пятый ряды вяжутся одинаково. Я вам сейчас показываю, значит, буду показывать только лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вяжем так, как мы их видим. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночные, накиды провязываем изнаночными петлями. Итак, первый, третий, пятый ряды вяжутся одинаково. Петли до раппорта. 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я переворачиваю петли, потому что вяжу за заднюю стенку, они у меня перевернутые. А так вязать удобнее, и петля ложится так, как нужно. 2 петли вместе, лицевая. Это петли до раппорта. Здесь можно повесить маркер. Вот я отделяла эти петли до раппорта, а затем у меня шло необходимое количество раппортов. И петли после раппорта тоже отделяла маркером. Лицевая. 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная. 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Опять я поворачиваю петли. Если вы вяжете за переднюю стенку, то, скорее всего, вам поворачивать ничего не нужно будет. 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая. Петли раппорта закончились. Дальше у нас идут петли после раппорта. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем изнаночный ряд и еще 2 ряда повторяем таким же образом. Я провязала 3 лицевых ряда, и сейчас у меня 7 ряд. В 7 ряду у нас первое перекрещивание. Для того, чтобы делать перевитие, нам с вами потребуется дополнительное приспособление. Это спицы или вот такая булавка. Или еще есть спицы для перекрещивания, как вам удобно. Итак, вяжу петли до раппорта. Это 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Лицевая. Дальше у нас начинаются петли раппорта. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная. И теперь мне нужно 6 петель
перебросить на дополнительное приспособление. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти петли у меня перед работой остаются. Далее мы провязываем следующим образом. 2 лицевые, подтяните первую петлю, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Теперь петли с дополнительного приспособления, с дополнительной спицы, булавки перебрасываю обратно на спицу и провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее у меня изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, петли после раппорта, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночный ряд провязываем петли так, как мы их видим. 9, 11, 13, 15, 17 ряды мы провязываем одинаково. Да, 5 рядов сейчас вы будете провязывать одинаково. Итак, провязываем петли до раппорта 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, петли раппорта, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид. Вот эту петлю я не переворачиваю, переворачиваю только лицевую. 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, и петли после раппорта, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так вы провязываете еще 4 лицевых ряда. 19 ряд, и здесь у нас опять идут перекрещивания. Провязываем 2 изнаночные. Теперь нам нужно сделать перекрещивание петель. Я снимаю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За работу провязываю 2 лицевые, подтянуть, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вешаю маркер. Это у нас петли до раппорта. Теперь с дополнительного приспособления 6 петель снимаю, возвращаю на спицу, провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее мы вяжем изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная. Снимаю 6 петель.
за работой. То есть, если у вас несколько раппортов, то есть вот таким образом провязываете. Это у меня уже идут петли после раппорта. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Маркер возвращаю. И дополнительные спицы возвращаю петли. Провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, и здесь остаются 2 изнаночные. 21 и 23 ряды провязываем одинаково. 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая. Это петли до раппорта. Теперь у нас идут петли раппорта. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая. И петли после раппорта: лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Петли раппорта высоту закончились, мы провязали необходимое количество рядов. Далее идет вязание с первого ряда. Дальше кардная пряжа. Я ее сначала замочила. Это все изделие, когда у меня было связано, я его замочила в содовом растворе. На 5 литров теплой воды 2 столовые ложки соды. Если захотите с горкой, пожалуйста, с горкой, но ничего не будет абсолютно. Замочите на 20-30 минут. Все. Погрузили, оставили и забыли. Пропитка вся уходит. Пряжа раскрывается. А потом я стираю в том средстве, в котором, да, необходимо. На горизонтальной поверхности раскладываю. Никак я не перегибаю, не перевешиваю. Не нужна деформация на изделие. То есть, если повесите, может быть, и ничего не будет. Но вот здесь вот будет эта полоса. То есть потом все равно придется это все как бы убирать. Потом, когда изделие высохло, я с изнаночной стороны, вот в этой области, где у меня перевесия, чтобы они вот не были такими уж, да, очень, я их слегка утюгом просто так вот прикладывала. Не гладила, вот, знаете, так вот прям вот гладила. Нет, я вот в этих местах слегка просто прикладывала утюг, чтобы вот эти места перевития, чтобы они вот так вот не стояли здесь дыбом. Но вы это увидите, это на моей пряже было так. Может быть, на вашей будет не так. Вязать можно из абсолютно любой пряжи, как я и сказала. Это может быть уже вариант на весну, полухлопковая пряжа, какие-то смесовки. Экспериментируйте. Это может быть и летние изделия. То есть это уже все ваше творчество. Я думаю, что все понятно. Все моменты, которые я здесь рассказывала вам, да, и соединение, и как я втачиваю, как я вывязываю, если непонятно, что такое раздвоить петлю, да, как скос плеча. Зайдите в видео «Жакет Леонора»,
Там вы можете увидеть все эти моменты более наглядно, подробно. Я там все показываю. Ну а на этом все. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.